Всем привет! Сегодня мы разберем аддон для Blender, который связывает между собой программу Blender 3D и фреймворк A-Frame. То есть с помощью этого аддона ту сцену, которую вы создали в Blender с множеством мешей, с текстурами, с освещением, вы полностью можете перенести в браузер. Создается ряд папок, HTML файл, и все это будет отображаться в браузере. И этот аддон можно скачать на вот этой страничке, ссылка будет в описании, silverslate.io. Скачиваем сам аддончик, Download Now нажимаем. Он скачивается в стандартном zip архиве. Потом заходим в Blender, Edit, Preferences. Здесь нажимаем Install, то есть установить аддон. И после того, как он у вас установится, нужно будет нажать галочку возле него, чтобы он у вас включился. Чтобы появились в интерфейсе Blender дополнительные кнопочки, именно отвечающие за управление этим аддоном. И эти кнопочки появляются вот здесь, в этом разделе. Вот. Мы еще к ним вернемся. Сейчас давайте создадим такую простенькую сцену. Уберем куб, уберем камеру и из Blender Kit вытащим какое-нибудь не тяжелое зданице. Так, сейчас подгружается. Я обычно вот это выбираю, оно довольно легкое. И очень важно помнить, что в браузере отобразится полностью та сцена, которую вы сделали. Не просто сама модель с каким-то освещением по умолчанию. Никакого освещения по умолчанию там не предусмотрено. Ровно то, что вы сделали в Blender, там и будет отображено. Если нет освещения, значит просто все будет черное. Если освещение как-то бестолково расставлено, то так оно и отобразится. Давайте в этом убедимся. Сейчас я здесь включаю Render Cycles. И давайте посмотрим, что у нас сейчас здесь есть. У нас сейчас источник света, он остался внутри этого здания. И вот мы видим, да, что все внутри, снаружи здание черное, и там в браузере оно будет даже чуть потемнее отображаться, то есть все будет мрачно и некрасиво. Поэтому нам нужно вынести источник света наружу. Давайте этим займемся. Вот он, наш источник света. Нажимаем G, выносим его сюда. Shift-D, дублируем и ставим еще один источник света куда-нибудь вот сюда. Заходим сюда, сделаем солнце. Выберем слегка желтоватый оттенок, как у солнца. Здесь сделаем что-то вроде такого значения. И у этого источника солнца сделаем все то же самое. Так, посмотрим в рендере, что у нас получилось. Нам еще нужно будет настроить направление света. Так, ага. Вот, ну неплохо у нас с этой стороны тоже чуть-чуть подсвечено здание. Сильно не надо, чтобы било прям. Где-то даже... Нет, тогда та сторона слишком, да, пускай немножко тень падает. Так, поиграемся тут. Пускай так.
Окей, экспортируем нашу сцену. Выбираем место сохранения. Даем имя нашей папки. Экспорт. И видим, что было экспортировано 3 меша, то есть 2 источника освещения, и само вот это здание с полом — это один меш. Смотрим, что у нас получилось. Я буду заходить через редактор кода VS Code, и очень важно, чтобы здесь был подключен локальный сервер, Live сервер, потому что без локального сервера ничего этого отображаться не будет. Вот наша страничка. Нажимаем посмотреть, что у нас вышло. И видим, что вот у нас что получилось. В принципе, как по мне, так даже лучше, чем GLTF модель. Да, гораздо больше можно поиграться с тенями. Здесь просто освещение было сейчас, ну, так себе, я по-быстренькому настроил, да. Но видно, что довольно неплохое освещение. И даже вот от козырьков какая-то тень есть, да. Вот. Ну-ка посмотрим, что там сбоку у нас получилось. Тоже довольно неплохо, да. Но это еще такая модель довольно простенькая. Здесь нету каких-то текстур таких объемных, да, просто плоские текстуры, какой-то рисунок, проще говоря, на стенах. Вот. Еще раз подчеркну, что без локального сервера, Live сервер, ничего этого работать не будет, поэтому в следующем уроке я покажу, как подключать этот Live сервер и также как правильно открывать файл, чтобы все это отображалось. Можно подключить Live сервер, но при этом неправильно открыть сам файл, и отображаться не будет. До следующего урока.